Приветствую вас! Сейчас я хочу объяснить и показать, как можно устранить проблему, связанную со скрипом обуви. Вот эти туфли очень хорошо скрипят. Пролежали они сезончик, так вот, теплый сезон, это лето. И с ними произошло то, что они начали скрипеть. Я их надел, это мои личные туфли, одел и хожу далеко, мне очень теперь слышно, как будто хожу на протезах. Демонстрирую. Слышно, да? Я покажу еще, вот пройдусь даже, как они скрипят, на ногах они скрипят еще сильнее. Обычно даже вот если делать таким образом, то не всегда можно даже услышать скрип, но при ходьбе бывает, что очень и очень хорошо. Вот смотрите, просто даже чуть-чуть так пройдусь. Так, то есть не один я, как сказать, страдаю от этого. На самом деле, эта проблема легко устранимая. Для некоторых это серьезная проблема, которая не считает, что или обувь выкинуть, или еще что-то можно будет сделать. Но это все можно сделать. И в данный момент я вам сейчас это покажу. Итак, что в первую очередь нужно сделать? Главная проблема — это то, что трется об подошву кожа или подкладка. То есть не надо снимать даже подошву. Это не в подошве дело. Вот. Может быть, думать, где-то здесь трется или внутри. Бывает, конечно, вот трется в этой части. Это очень редко. Это быстро устранимо. Это можно просто смазать касторовым маслом. Не будет протираться. Ну, вот, не протираться, а скрипеть не будет. Вот. То есть нужно что сделать? В домашних условиях берем, отрываем стелечку. Полностью вот эту несущую стельку отрывать нужно. Полностью вот эту несущую стельку берем. В данный момент, или единственный, наверное, способ, это который можно оторвать, это отверточка. Отрываем. Ну, если есть стелька верхняя, то снимаем ее, убираем. На данный момент она тут приклеена. Видим, что обувь теплая. То есть как раз вот по сезону, когда уже начинает холодать, там ниже 10 градусов или около нуля. Ну, в туфлях не очень приятно. Ну, вот я хожу, допустим, когда уже начинает холодать. Делал я это лично сам давно. Уже лет 8, наверное, прошло, когда я их затягивал. Поэтому затянул здесь очень-очень крепко. Но скрипит. Очень неприятно ходить. Вот смотрите, что я уже сделал с одним. Вот поднимаем полностью. Отрываем стельку. Я уже не могу оторвать дальше. Сейчас я вам покажу ближе. Все. Вот смотрите. Полностью отрываем вот эту часть. Поднимаем. И теперь нужно вот это все проклеивать полностью. Почему скрипит? Вот смотрите. Вот это вот на супинатор лежит. И внутри там тоже вот кожа. Вот оно дальше. И по всей вероятности просто кожа трется об подошву. Полиуретановая подошва. Видите, такая хорошая. Вот смотрите, за 8 лет она даже не помню уже, ну очень давно я ставил. Не сносилась. Вот если даже этот взять, уже сейчас оторвал, не скрипит, потому что оторвал. Что делаем? Лучше всего это проклеивать на эритовый клей. Берем кисточку. Берем клей. И туда
как можно больше, как можно дальше. Берем и проклеиваем. Итак, промазал я все, что возможно. Стелечку, подошву. Видите, да? Главное понять принцип, из-за чего скрипит обувь. То есть трется одна поверхность об другую. Кожа об кожу, кожу об подошву, стелька об подошву. Где возможны, так сказать, варианты, или где то, что возможно, может скрипеть, обязательно нужно промазать. В данный момент здесь стелька меховая, и она скрипеть, естественно, не будет. То есть скрипит именно подошва об стельку, или стелька об подошву, да, или те детали, которые находятся на стельке, кожаные, по крайней мере, детали. Вот они, я их промазал. Теперь нужно, чтобы немножечко высохло это все, хотя бы полчасика подержать. Клей нарит, он сохнет долго, но нужно просушить. Потом его нужно будет нагреть и приклеить. Прошло уже более получаса. Можно меньше, можно дольше. Но теперь что нужно сделать? Нужно проклеить. Смотрите, в домашних условиях можно использовать фен. Или электроплиту. Но не газовую плиту, может загореться. В принципе, если абсолютно ничего нет такого, намазали клеем, наритом. И сразу же берем вот так вот прижимаем, допустим. Ну, для того, чтобы быстрее приклеилось и надежнее, лучше, конечно, это все прогреть. Что я делаю? Я грею на своем, так сказать, оборудовании. У меня тепловентилятор. Включаю, нагреваю. Прогрели. Теперь хорошенечко это все прижать, обжать. Ну, уже не скрипит. Это понятно, что нет трущихся поверхностей. Можно даже где-то там в глубине прижать отверточкой. И в этих местах хорошенечко все поприжимать. И все, поставить на некоторое время сушить. Лучше ходить на следующий день. Это уже 100% клей высохнет. Если, конечно, нужно в этот же день идти, ну, хотя бы несколько часов, там, 4-5 часов пусть постоит. Подсохнет клей. Стелька никуда не денется, не отпадет. Нагрузки на нее нет никакой большой. В принципе, все. Ну, теперь надо будет клеить другой. Слушайте. Этот. А этот... О, какой треск идет. Да? Все, в принципе, вы поняли причину, в чем именно заключается скрипение обуви. Трется одна поверхность об другую. Все, действуйте, ничего страшного нет. Я думаю, даже в домашних условиях это все можно сделать.